свет проникал в палату с внутреннего двора больницы, в центре которого стоял одинокий фонарный столб, освещающий это не самое приятное место. Мужчина на койке вздохнул и перевел взгляд на дверь, которая в этот момент тихо скрипнула и приоткрылась. На пороге возник силуэт. В полумраке было сложно различить его черты лица, но было видно, что он был одет в темный классический костюм, а на плечи был небрежно наброшен белый халат. Взглядом по палату он подошел к больному и присел на стоящий рядом стул. «Александр?» Гость вопросительно посмотрел на мужчину. «Да, а вы кто?» «Исполнитель». Мужчина достал из внутреннего кармана небольшую записную книжку и карандаш. «Исполнитель чего?» — напрягся больной. «Исполнитель последних желаний», — сдержанно ответил гость, хоть по его реакции было видно, что подобный диалог он уже слышал не один раз. «А зачем вы пришли? Еще и ночью? И почему последних? Как-то неприятно звучит». «Приходить к людям — моя обязанность», — терпеливо ответил гость. «Время визита, к сожалению, выбирать не могу, так как оно строго регламентировано, ровно за час до смерти. В процессе нашего разговора вы сможете отказаться от моих услуг, но я рекомендую ими воспользоваться, так как они абсолютно безвозмездны. Скажем так, это небольшая компенсация за некоторые неудобства, которые возникают при переходе». «Подождите, вы сказали, что за час до смерти? Я умру, что ли?» «Ну да», – пожал плечами исполнитель, – «через час». «Откуда вы это знаете?» Гость вздохнул и посмотрел в окно. Через некоторое время он снова повернулся к больному. «Так получилось, что я владею этой информацией. Вас устраивает такой ответ?» «Ну, как бы...» – растерялся Александр. «Именно стандартной реакцией на мое появление обусловлено время, которое отводится на общение. За 1 час люди, как правило, принимают действительность и успевают воспользоваться моими услугами». Александр попытался присесть на койке, но, поморщившись от боли, снова упал на подушку. «Впрочем, с моим диагнозом группа вам не верить», — вздохнул он. «Так что там у вас за услуги?» «Услуга последнего желания». Обрадовавшись тому, что не придется тратить время на ненужное объяснение, заговорил исполнитель. «Все просто. Вы говорите мне, что бы вы хотели получить, я вам это предоставляю. Постарайтесь сформулировать его как можно точнее, так чтобы не оставалось места для различных трактовок. Как я уже говорил, услуга абсолютно безвозмездна». «Все что угодно?» — улыбнулся Александр. «Прям вот все, что захочу, и вы это исполните». «Да», — кивнул гость и открыл записную книжку. «Ого, надо подумать». «У вас есть час», — исполнитель посмотрел на свои наручные часы. «Точнее, 52 минуты». Александр заерзал, пытаясь устроиться поудобнее. «А что обычно заказывают?» «Абсолютно разные вещи. От сигареты до...» Гость задумался. «До других материальных и нематериальных ценностей». «Материальных?» — усмехнулся Александр. «Зачем они нужны за час до смерти?» «Интересная постановка вопроса», — хмыкнул гость. «А за неделю до смерти они нужны, как вы считаете?» «Думаю, что тоже нет», — покачал головой больной. «А за 20 лет?» «Конечно, 20 лет — это довольно долгий срок, и хочется прожить его, скажем так, не бедствуя. В таком случае у меня встречный вопрос». Исполнитель облокотился на спинку стула. «За какой период времени до смерти материальные ценности теряют свое значение для человека? В какой момент это происходит?» Александр почесал затылок и ненадолго замолчал. «Не знаю даже». «А я знаю», — сказал мужчина. «Ровно в тот момент, когда человек узнает свою дату. Даже если до нее еще несколько лет, почему-то всех сразу перестают интересовать деньги и другие человеческие игрушки. Я думаю, что если бы люди при рождении знали свою дату смерти, то они по-другому бы относились к ним. Кстати, осталось 46 минут». Александр потер ладони и уставился в потолок. «Чего же мне хочется?» — заговорил он вслух. «Может быть, деньги? Столько, сколько нужно на лечение? А можно деньги?» «Можно», — равнодушно пожал плечами исполнитель. «Ваш выбор не ограничен». «Хотя», — махнул рукой Александр, — «мне они все равно уже не помогут. Кстати, а можно загадать, чтобы я не умер?» «Самый распространенный вопрос», — хмыкнул мужчина. «Ваша смерть является единственным условием выполнения желания. Я просто физически не смогу его выполнить, если вы не умрете». «А, ну понятно», — закивал больной. «Получается, что для того,
Чтобы вы смогли выполнить желание, я в любом случае должен склеить расты, да? Все верно, замкнутый круг. Александр снова уставился в потолок. Если бы я знал о вас раньше, я бы подготовился, улыбнулся Александр. Оказывается, это очень сложно сказать, чего я хочу за полчаса до смерти. За 36 минут, поправил его исполнитель. Да, спасибо. Что вы не даете мне об этом забыть? Больной поморщился и перевернулся на бок. Так, надо собраться, что мне нужно? На несколько минут в палате повисла тишина. Да ничего не нужно, черт возьми. Я сдохну через несколько минут, а вы спрашиваете меня, чего я хочу. Вы отказываетесь от моих услуг? Оживился мужчина. Нет-нет, подождите. Просто это очень сложно, понимаете? Не понимаю, покачал головой исполнитель. Как можно понять то, что вы всю жизнь ноете о том, чего вам не хватает, а когда я предлагаю вам это дать, вы сразу делаете удивленное лицо? Может быть, потому что вы предлагаете это, мягко говоря, не своевременно? А, ну да. Теперь вы хотите обвинить меня в том, что я решил безвозмездно помочь вам, но сделал это не вовремя. Мужчина сложил руки на груди. Впрочем, это в вашем стиле. Я не удивлен. 27 минут. Да, если я даже загадаю свое желание прямо сейчас, я все равно не успею им воспользоваться, возмутился Александр. Какая польза мне от ваших предложений? Это ваше право. Вы отказываетесь? Нет. Александр задумался. В палате повисла гнетущая тишина. Брови больного сдвинулись, между ними пробежала глубокая морщина. Мысли роились в его голове, но ни одна не казалась ему верной. Итак, 5 минут. Мужчина открыл блокнот и посмотрел на Александра. «Да что же вы меня мучаете?» – возмутился больной. «Как можно придумать что-то в таких условиях? Скажите уже что-нибудь, времени совсем мало. Что-нибудь хорошо. Я хочу торт». «Торт?» Брови мужчины приподнялись от удивления. «Да, большой такой вкусный торт», – как-то обиженно произнес больной. «Я очень люблю сладкое, но последние несколько лет мне нельзя было его есть. Раз уж помирать, так с музыкой и тортом». Ну что ж, торт так торт. Мужчина подошел к окну, записал пожелание в блокнот. Странное желание, но, как говорится, это закон. Исполнитель наклонился над Александром. Я записал ваше желание. На этом вынужден откланяться. Скоро за вами придут, поэтому не переживайте, все будет хорошо. До свидания. С этими словами он направился к выходу из палаты. А торт? Я же сказал, что записал ваше желание. Мужчина остановился у двери и обернулся. Он хотел еще что-то добавить к своим словам, но, посмотрев на застывшее лицо Александра, тихо открыл дверь и молча вышел наружу. На детской площадке было шумно и многолюдно. Мальчик подбежал к сидящей на скамейке маме и протянул ей большую картонную коробку. «Это еще что такое?» – нахмурилась мать. «Мам, смотри, что мне дядя подарил». «Какой еще дядя?» Женщина встревоженно оглянулась вокруг. «Не знаю», – пожал плечами мальчик. «Сказал, что знает, что у меня завтра день рождения, и подарил целый торт». «А где он? Где он, этот дядя?» «Ушел уже. Туда». Мальчик махнул рукой в сторону выхода из двора. «Мам, пойдем есть торт. Смотри, какой он вкусный». «Да подожди ты со своим тортом», – грозно одернула его мать. «Что он еще сказал?» «Еще сказал, чтобы я в следующий раз лучше готовился». «К чему?» «Не знаю. Наверное, к уроку». Мальчик схватил растерянную женщину за руку и потянул ее в сторону дома. Мужчина посмотрел на радостного мальчика, со всех ног бегущего к своей маме, и, пожав плечами, свернул за угол дома. «Какое же это было глупое и неинтересное желание», – произнес исполнитель, вырвал из блокнота листок и, скомкав его, положил в карман. «Надеюсь, он не загадает то же самое в следующий раз. Мужчина перевел взгляд на часы. Через 62 года».